Всем привет! Сегодня у нас расклад, что изменит всю твою жизнь. И давайте в долгий ящик откладывать не будем, сразу расклад наш начнем. Единички. Напомню, передо мной бумажка с вопросами. Вопроса три. Первый. Какое событие твою реальность с ног на голову перевернет? Ну, знаешь, перевернет жестокий удар от самых близких людей. Но этот удар, он будет твоим спасением. Я объясню все. Вот смотри, сейчас у тебя есть круг людей, которому ты доверяешь, да, как себе, там, подруги, коллеги, семья и так далее. И вот эти самые люди, они устроят тебе такое предательство, что ты, просто охренеешь от масштаба их подлости. Они действовать будут сообща. То есть между собой договорятся, один, как говорится, будет отвлекать тебя разговорами, а второй рыться в твоих делах, третий сливать информацию дальше. То есть классическая схема. Пока ты улыбаешься и думаешь, что все нормально, они уже давно интриги против тебя плетут. Но самое интересное случится после вот этого всего. Когда ты поймешь, что тебя кинули. В этот момент, когда у тебя полное отчаяние и злость, появится молодой парень, который станет проявлять тебе симпатию искреннюю. Не из жалости, нет. Не потому, что ты жертва, а просто потому, что ему нравишься такая, какая ты есть. И вот этот парнишка, он смотреть на тебя будет вообще другими глазами. Там, где предатели видели только то, что можно использовать, он увидит там женщину настоящую со всеми ее достоинствами, недостатками и так далее. И искренность его после вот этой всей фальши, она бить тебя наповал будет, понимаешь? Почему это изменение придет именно к тебе сейчас? Ну, знаешь, все дело в том, что ты сейчас в золотой клетке живешь собственного успеха. У тебя деньги есть, статус есть, жизнь красивая более-менее есть, но эмоций нет. Ты как вот этот экспонат музейный. Красивая, дорогая, но за стеклом. Люди восхищаются твоими там достижениями, но до настоящей тебя никто не добирается вообще. Вот твоя проблема в том, что ты слишком самодостаточная стала. Все вокруг думают, там, да, у нее все есть, чего ей еще надо. А ты внутри сохнешь от одиночества вот этого. Но показать этого ты не можешь, потому что репутация успешной женщины, она ж дороже для тебя. Изменение сейчас придет, потому что появился вот этот мужчина молодой, который не будет знать это, он будет, знаешь, как сказать, просто к тебе относиться. Ты просто поймешь, что ты уже забыла, когда в последний раз кто-то интересовался тобой как человеком, а не как там источником выгоды, понимаешь? И он тебя изучать будет. Ему будет все любопытно. Твои мысли, твои переживания, твои мечты. И через вот этот его интерес ты вспомнишь, кто ты есть на самом деле, под всеми вот этими масками успешности. Чем закончится все, ну знаешь, в королеву жезлов превратишься. Королеву своей жизни, но не вот такую вот холодную королеву, да, потому что жезлы — это огонь, а вот прям в живую и мудрую. Все вот эти удары, которые тебе нанесут, они твой характер закалят. Но они тебя не сделают злой. Нет, наоборот, ты научишься быть сильной, но не жесткой. Уверенной, но не вот этим вот, не эгоисткой. Твоя сила новая, она будет основана не на деньгах и статусе, а на мудрости твоешней, понимаешь? Ты поймешь, там, как отличить людей от фальшивых людей. Как отношения строить, где есть место и страсти, и спокойствию. Никаких крайностей больше. У тебя потому что сейчас или полное одиночество, или там токсичная толпа вокруг.
И с этим мужиком молодым у тебя будут очень хорошие отношения. Ты станешь для него, вот как сказать, не учителем, нет, а вот, как сказать, вдохновительницей, что ли. А он для тебя будет источником вот этих свежих идей и эмоций настоящих, которых тебе сейчас ой как не хватает. У тебя ты погрязла, знаешь, как сказать, не в своей лжи, а в лжи вокруг людей, которые тебя находятся. А в будущем твоя жизнь станет сбалансируемой. Я уже слова забываю. Понимаешь? То есть работа приносить не только деньги будет, но и удовольствие. Отношения будут приносить не только компот, да, ну не только страсть, но и понимание. А дружба это не будет только развлечение или там одностороннюю поддержку, а во взаимную поддержку. Ты просто найдешь вот эту золотую середину между всеми сферами жизни, о которых ты мечтал. Но ты не знал и как достичь. Вот жизнь так тебя и перевернет. Давайте перейдем ко второму варианту. Двоечки. Как всегда, передо мной бумажка с вопросами, и первый, какое событие все-таки перевернет все. У тебя жесть начнется. Твою жизнь момент перевернет, когда ты поймешь, что ты вот всю жизнь экономила не на том и копила не для того. Объясню. Вот смотри, ты сейчас живешь вот в режиме тотальной экономии, я бы назвал. Экономишь на еде, на одежде, на развлечениях. Каждую копейку считаешь. Каждую трату обдумываешь по миллион раз. И вот в один прекрасный день случится то, что заставит тебя понять, что все твои накопления, они улететь могут в одночасье. А это, как сказать, проблемы с жильем, потеря работы и так далее. Суть в том, что ты вдруг осознаешь, что пока ты на черный день копила, жизнь мимо проходила. И все эти деньги, которые ты тщательно откладывала, придется потратить на то, что можно было предотвратить, если бы ты раньше не жадничала. И тут у тебя случится вот этот взрыв мозга. Ты поймешь, что нужно кардинально менять вот все свое отношение к деньгам и вообще к жизни. И начнешь ты защищать свое право тратить деньги на себя, на радости на свои, на то, что тебя счастливой делает. Понимаешь? Будешь отбиваться от всех, кто скажет, что ты стал транжир. Потому что это событие, оно заставит тебя встать вот в оборону против всего мира. Понимаешь? Который привык тебя видеть скромный, экономный, и ты перестанешь извиняться за вот эту каждую покупку, начнешь жить так, как хочешь, а не как сказать, вот не экономически целесообразно. Понимаешь? Почему сейчас это все придет? Ну, у тебя внутри уже давно война идет между двумя частями личности, как биполярочка. С одной стороны, это романтичное, всякое фантазированное. Да что ж такое? Фантазерка, которая хочет красивой жизни, подарков, путешествий, всякой милой фигни. А с другой стороны, ты жесткая прагматичка, которая рубит все эмоции на корню и говорит сама себе: хватит мечтать, пора там откладывать на старость. И вот эти две части тебя, они дерутся каждый день. Я объясню. Вот смотри, видишь ты красивое платьишко, да? И вот твоя фантазерка, мечтательница назовем, она говорит там: купи, купи, купи. А твоя прагматичка кричит: это ты выбросишь деньги на ветер и так далее и тому подобное. Хочется в отпуск. Одна часть тебя там строит планы и так далее, а другая убытки подсчитывает. Ты живешь в постоянном вот этом внутреннем конфликте между желанием и разумом. А изменения придут, потому что вот эта внутренняя война твоя, она до точки кипения дошла. Ты устала воевать сама с собой. Устала отказывать себе во всем ради какого-то там призрачного будущего.
Мечтательная часть твоей души, она готова к бунту против вот этого диктатора экономии. Понимаешь? Плюс к этому у тебя накопился такой заряд подавленных желаний, что он просто вот-вот взорвется. Все твои вот эти «хочу, но нельзя», «красивое платьишко, но дорого», там «мечтаю туда-то, но не по карману», это все сложилось в огромную энергетическую бомбу. И когда она рванет, ты просто удивишься своей собственной решительности и своей готовности идти напролом к своим желаниям. Чем закончится, а чего тут трактовать? Баланс найдешь между тратами и накоплениями, но не сама, а с помощью мужика, короля мечей. Он станет, знаешь, твоим, как бы сказать, наставником. То есть этот мужик, он будет очень умный, практичный, логика железная. И он не даст тебе ни копить до маразма, да, ни тратить все подчистую. То есть он научит тебя правильно деньги считать. Не из страха там остаться нищей, а из понимания, как достичь своих целей. То есть покажет, что можно экономить, а что можно тратить на радости. Но делать это осознанно. Каждую трату ты будешь взвешивать не своими эмоциями, да, а расчетом холодным. Будешь вот так вот думать, что вот это мне дает, а стоило ли оно вообще этих денег. То есть твоя новая жизнь, она будет построена на справедливых принципах. Ты поймешь, что ты заслуживаешь и красивых вещей, и еды вкусной, качественной, и отдыха хорошего, но в разумных пределах. Перестанешь метаться между вот этой скупостью и транжирством и найдешь серединку золотую. А мужик этот станет не просто там, как сказать, рядом стоять, да, а союзником, ну, в денежных вопросах. С ним ты будешь и бюджет планировать, и цели ставить, и копить на реально важные вещи. И самое главное, он поможет тебе избавиться от вот этого чувства вины за каждую копеечку потраченную. В результате просто ты станешь финансово грамотной женщиной, которая умеет и зарабатывать, и тратить, и копить, но уже не из страха, а из понимания, что деньги – это инструмент для достижения счастья, а не самоцель, понимаешь? Обязательно подписывайся на канал. Я знаю, что ничего такого я не сказал, ну прости. Карты чего показали, то и сказал. Давайте перейдем к третьему варианту. Привет, троечки. Сегодня у нас печальные расклады. Какое событие перевернет твою реальность с ног на голову? Ну, тут понятно. Готовься, знаешь, к такому парадоксу. Потому что твою жизнь перевернет вот момент триумфа. Когда все вокруг будут тебя хвалить, восхищаться, и ты просто поймешь, что весь твой успех – это полное плохое вещество. Ты добьешься такого, о чем мечтала ты годами. Там, повышение на работе, признание на работе, похвалят публично. Все прям будут говорить, какая ты крутая, как у тебя все получается. И вот в этот самый момент, когда ты должна быть на седьмом небе от счастья, тебя накроет жуткое осознание. Ты просто поймешь, что все вот эти варианты жизни, которые перед тобой открываются, это полная ерунда. Большая зарплата, да, статус, возможности, да, но все это будет казаться пустыми обертками от конфет. И конкретно это будет, когда тебя будут чествовать. Или корпоратив, может, там какое-то награждение. Будешь сидеть, улыбаться, поздравления принимать, а внутри ты поймешь, что ты не своей жизнью живешь. Все эти люди за тебя радуются, а тебе хочется встать просто и уйти. И вот этот момент в твоей жизни, он станет переломным. Потому что ты увидишь разницу между тем, чего от тебя другие ждут, и тем, чего ты сама хочешь.
понимаешь? Успех в глазах окружающих и пустота внутри. И вот это тебя и разбудит. Почему сейчас это все? Ну, вся фишка в том, что ты всю жизнь жила по чужим правилам. Вот я тебе объясню, не бойся. Вот смотри, с детства тебе что говорили? Будь послушной, делай как надо, кушай кашу, слушайся старших, стремись там к успеху. И ты послушно шла по вот этому пути, потому что боялась разочаровать тех, кто в тебя, как говорится, инвестировал и время, и деньги. У тебя есть все сейчас. Есть все, что нужно для взрослой успешной женщины. Там и жилье, и машины, и накопления какие-никакие. Ты построила себе золотую клетку из вот этих благ материальных. И все вокруг думают, ну что же ей еще-то для счастья нужно? У нее все есть. И вот изменение придет именно сейчас. Потому что ты достигла той точки, где дальше некуда идти. Следующая ступень карьерной лестницы есть, деньги есть, стабильность есть. И вот когда внешний успех он достигнут, душа получает право голоса. И она начинает кричать: «А где моя жизнь? А где в этом всем мои желания?» Еще одна причина. Ты стал достаточно сильной по деньгам, чтобы позволить себе вот этот бунт. Раньше ты боялась менять что-то кардинально, потому что надо было выживать, да? Деньги зарабатывать, репутацию строить. А теперь у тебя есть вот эта подушка безопасности, которая позволит сказать всем: идите вы в жопу со своими ожиданиями. Чем закончится все? Ну, знаешь, совершенно другой человек будешь. Щедрый и открытый. Вот вместо того, чтобы копить деньги и статус для себя, ты начнешь делиться тем, что умеешь, с теми, кому это реально нужно. Не обязательно это деньги. Ты просто поймешь, что твои ресурсы, они не для того, чтобы их там в сейф прятать, а чтобы людям помогать. Твоя новая жизнь, она будет построена на простых человеческих радостях. Вместо вот этих встреч деловых там в кафешках дорогих, да, у тебя будут посиделки дома с настоящими подругами, с настоящими друзьями. Вместо покупки очередной там сумочки ты помощь сделаешь тому, кто в ней нуждается. То есть ты научишься кайф получать не от того, что имеешь, а от того, что ты даешь. И у тебя появится круг людей, которые будут ценить тебя не за твои успехи, не за твои вот эти статусы, а за искренность и доброту. И это будут не коллеги по работе и не полезные связи, да, а люди живые с похожими ценностями. И собираться будете просто так, вот просто без повода, просто посмеяться или поддержать друг друга. Твоя работа тоже изменится. Ты либо найдешь способ делать то, что любишь, вот в рамках сейчасшней деятельности. Я знаю, ты мне сейчас скажешь: нет такого слова, дед, сейчасшний. Я с вами разговариваю на кураптоновском языке, поэтому есть. Вот, ты в рамках нынешней деятельности, да, найдешь способ зарабатывать или карьеру кардинально сменишь. Потому что деньги, они перестанут быть главным для тебя критерием. Важнее станет то, что приносит радость как тебе и так и людям. И, как ни странно, именно такой подход принесет тебе больше денег, чем погоня за копеечкой за лишней. Знаю, что сегодня какие-то сумбурные расклады, настроения нет, и как смог, так смог. И помни, что дед всегда рядом.